Я 10 лет давала подписку, что я не буду рассказывать про это. Но теперь 10 лет прошло, и я могу рассказывать. Что происходит с вещами, когда их никто не носит? За 6 лет до войны женщины начинают развиваться. Я хочу поднять вопрос о лифчиках. Они шли все. Михалковы, Кончаловский, Шпай, Марлен Хуциев, и Оселяне, все. Доронина – великая актриса. Каждые трусы – это невероятная история. Скажи, Гордеевой, скажи. Давайте, включайте. Ёпарасоты. Вы самый известный художник по костюмам театральной Москвы. Правильно? Ну да. Да. У вас сейчас... Это называется так. Я один из самых востребованных художников Москвы. Вот так скажем. У вас в работе 8 спектаклей в этом сезоне. Да. И вот это, за что нас потом осудят все эти христиане, как они там называются, воинствующие. Христиане не должны осуждать, потому что это имитация. Это мужчина будет играть женщину. Здесь никакой... Да действительно, мужчина будет играть женщину. Это так по-нашему, по-российски. Потому что в этом спектакле 6 человек играют всех персонажей. То есть здесь ситуация, когда мы должны не узнавать этих артистов. Более того, поскольку это абсолютная фантасмагория, то понятно, что на балу они могут выглядеть как угодно. И потом, если открывать все карты, то у Михаила Афанасьевича написано, что все женщины на балу были голыми. Это «Мастер и Маргарита», театр нации, режиссер Робер Лепаша. Да. В главных ролях Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Вержбицкий, Виктор Смоляков. 6 человек, которые играют все роли. Вообще. И это, значит, мужчина, который мужчина, то есть костюм сразу и грудь, и платье. Да, и грудь, и платье, потому что это очень быстрое переодевание. На балу сатаны они появляются один за другим. Жуткие злодеи, преступники, они приходят на этот бал, и каждый рассказывает свою историю. Но помимо этой истории мы придумали, что, например, этот головной убор, где, вы понимаете, есть... Младенчики. Да, есть отрезанные ножки, ручки, есть какие-то детки, которые все это спрятано в какой-то листве, есть маленькие детки. Прям пупсиков мы сюда перевели огромное количество. То есть получается, что это такая фантасмагория на тему Булгакова. Вау, это вот на самом деле... Булгаков с нами. Не то слово. Даже страшно. Мы должны выбрать цвет. Да. И какой это будет цвет? Розовый. Вот так вот. Раз и розовый. Отлично. Надеюсь, что вам он понравится, кстати. В какой момент своей жизни вы поняли, что вы про вещи, вы про вот этот вещественный мир, который составляет единое целое с человеком, когда он выходит во внешний мир? Но я поняла не про вещи вначале. Я поняла, что я про рисунки. Можно сказать, что я своей профессией занимаюсь с 6 лет. С 5. Потому что с 5 лет я поняла, что я лучше многих рисую бумажных кукол, принцев, принцесс. У меня это получалось, это мои звездные часы. Куда бы я в какую школу ни попадала, я начинала рисовать кукол, и я всегда была на высоте. Я продолжаю это делать до сих пор. Я всегда ловлю себя на мысли: опять куклы! Опять куклы. Я живу в окружении придуманных, рисованных людей. Вещи возникают потом, когда я не сплю ночью, чтобы представить, во что они одеты, как они шелестят одеждой, как у них развиваются складки, как они хрустят, я не знаю, кожей. Вот когда я начну думать про это, вот тут начинают возникать, проступать вещи. То, что на человеке надето, меняет его сущность, меняет его характер, меняет его рисунок? Я уверена, что меняет. Моя профессия – это… Я читаю пьесу. Раскольников убил старушку, и я понимаю, Раскольников
студент убивает старушку осенью, я начинаю выстраивать его как картинку. Обратную историю мне еще легче сделать. Я вижу человека и начинаю считывать, какую эмоцию и какую мысль он мне посылает. А поскольку у нас люди кричат одеждой, кричат, как нигде, ни в одной стране мира. Это вопли. Если я попадаю в метро, я всегда хожу с опущенными глазами. Я устаю от этих посланий. Но у нас же не очень ярко одеваются люди. Дело же не в яркости. Дело в том, что люди выбирают одежду для того, чтобы как-то прокричать про себя. А то, что они прокрикивают свои истории боли, болезни, любови, расставания, это какой-то фильм, да, где человек нюхал, нюхач. Да. Вот я также... Парфюмер. Да, мне хочется заткнуть нос, и заткнуть глаза, потому что я устаю слышать эти вопли, особенно женские. Это довольно утомительная вещь. А про что они кричат в основном? Про себя, про одиночество, про болезни, про нелюбовь. Приведите пример. Когда человек утром открывает шкаф и достает какую-то вещь, для него это попытка обмануть окружающих. Но он всегда вытащит ту вещь, которую, если он будет открыт, она все равно о нем все расскажет. Вот почему он утром вытащил вот этот плащ, например. И я это все равно прочту. Это просто, обратная сторона профессии. Я могу придумать, как одет человек, и я могу точно просчитать, почему он одет и что он хочет мне сказать. Я просто не всегда хочу с ними разговаривать, но они разговаривают и очень громко. И чего нет абсолютно ни в какой стране мира. А почему так у нас так? Я не знаю. Может быть, это связано с каким-то менталитетом закрытости. Все-таки у нас люди очень закрыты. Так посттравматически закрыты. А в любой стране мира они открыты, и более того, они готовы к общению. Вот если я в розовом сарафанчике, то я готова к общению. И если ты включаешься в эту игру, с тобой будут прекрасно разговаривать. Но если я этому розовому сарафанчику отвечу просто на ментальном уровне, отвечу у нас в метро, будет просто скандал. Меня будут обвинять в том, что я смотрю пристально, чего ты от меня хочешь, зачем ты пристаешь ко мне, все что угодно. У нас рискованно считывать человеческие послания. А сейчас волнующая история о революции на рынке женских колготок. До 70-х годов прошлого века колготки продавали в специальных отделах магазинов одежды. Тогда Роберт Эльберсон, один из руководителей знаменитой компании Hanes, решил придумать бренд, который любая женщина легко могла бы найти на полках супермаркетов. Роберт нанял рекламное агентство, в котором работал Роджер Ферритер. Роджер сжал в руке женские колготки и вдруг понял, что это напоминает ему яйцо. Так он стал автором дизайна бренда Legs со знаменитым слоганом «Our legs fit your legs». Продукт очень мощно выстрелил, да так, что рекламный бюджет увеличили с $250 тысяч до 10 миллионов, а за 3 года Хайнс продал колготок на $110 миллионов. Маркетинг остается важнейшей частью многих бизнес-процессов и не только в сфере торговли. По данным HH.ru, интернет-маркетологи входят в десятку самых востребованных специалистов на рынке. Если вы хотите получить базу для старта в маркетинге, бесплатный курс на образовательной платформе «Нетологии. Основы интернет-маркетинга» как раз про это. Там можно погрузиться в мир диджитал-маркетинга, узнать об основных навыках маркетолога, hard и soft skills и понять, какие качества и знания ценят работодатели на старте. А еще на курсе есть специальный тренажер, на котором можно попробовать решить типовые задачи маркетолога и понять, как делать базовые расчеты. В Нетологии убеждены, что любую отличительную черту человека можно сделать профессией, если ее осознать и направить в нужное русло. Поэтому на курсах вам помогут выбрать именно то направление маркетинга, которое ближе именно вам. Переходим по ссылке в описании и записываемся на бесплатный курс «Основы интернет-маркетинга. Старт в профессии». А если определитесь с направлением и захотите продолжить обучение, вводим промокод «Скажи Гордеевой» и получаем скидку в 45%.
Так, это самая большая в России, правильно? И да, в мире? Самая большая в России коллекция нижнего белья, которая вошла в Российскую книгу рекордов Гиннесса. Обалдеть. И это еще не все. Это не просто не все. Это 1/10 часть. Часть хранится в театре, часть хранится на складе, просто отдельно снятым, потому что есть вещи, которые невозможно нести домой. Есть вещи с такой энергетикой. Вот вся коллекция ГУЛАГа у меня хранится на складе, потому что это невозможная энергия. В 90-е годы были в моде всякие экстрасенсы, и Первый канал мне прислал экстрасенса, который должен был отсканировать белье. И я подумала, что для разминки мы начнем с кальсон Кагановича, который, страшен. Он такой, конечно, прожил почти 100 лет, такой Мафусаилов век, непонятно за какие заслуги, но практически на каждом расстрельном списке стоит его печать, его подпись. Я положила кальсоны, отошла и думаю, экстрасенс, показывай. Он стал водить руками и сказал, так, подагра, камни в почках. Я говорю, какие камни в почках? Подождите, а больше ничего вы не чувствуете? И тут я понимаю, что у меня 2 комплекта кальсон. И я положила те, когда он был еще в здравом уме, это были 30-е, 40-е, и у экстрасенса на моих глазах выступил пот. Он говорит, боже мой, что это? Кто это? То есть у меня проверка на энергетику, белье прошло вот глазами экстрасенса. То есть вы верите в то, что белье человека обладает энергетикой? Не просто верю. Послушайте, то, что они творят, я имею в виду вот мои подопечные, послушайте, они исчезают, они уходят, они рвутся, они обижаются. Когда они хранились в театре, у меня было ощущение, что если я закрою дверь и отойду, они ночью будут размножаться, потому что они так переполнены какой-то невероятной сексуальной энергией, сексуальной, болезненной, они все переломаны. Вообще, все, что касается советского белья, к сожалению, это такая история травмы всегда. Я же собираю всегда еще истории. Вот мне приносят панталоны. Я говорю, только вы расскажите, откуда и что. И это ни одной счастливой истории. Такие осколки истории страны абсолютно честные, потому что единственное, в чем советский человек был честен, это в своем исподнем, потому что его мало кто мог увидеть. И это единственная собственность, которая у него была. Вот они. Со следами губной помады. Я 10 лет давала подписку, что я не буду рассказывать про это. Но теперь 10 лет прошло после его смерти, я могу рассказывать. Тончайшая чесуча. Застежка, вот такие огромные перламутровые пуговицы. Он был небольшого роста. Вот такие пуговицы на талии, это замечательно. И абсолютно старорежимная застежка. С акцентом на попе, со складками, чтобы была напыщенная, такая насыщенная попень. И это носилось достаточно низко. Более того, здесь очень, как крупный разрез, а учитывая вот эти губные помады, думаю, что он вел довольно активную жизнь. И точно такие же были, уже старческие. Точно такие же. То есть он умер. То есть Лазарь Каганович всю свою жизнь ходил в настоящей шелковой чесуче, которая не просто не модной была, а вообще не имела отношения к мужскому типажу 20 века. А уж к советскому руководителю тем более. А где он нахватался-то этого происхождения? Захаживал. Это нет, я имею в виду, что происхождение его не позволяло ему с детства ходить в таких кальсонах. Конечно, не позволяло. Но вот он нашел для себя вот это воплощение идеального самочувствия внутри и был ему верен. Положите мне их подальше. Отдыхай. Один гулаговский лифчик, который невероятный. Сейчас. Это вы ищете, да, его? Подождите. Вот он. О, боги, нет. Это самодельный? Да, нет, это не самодельный. Это просто его столько раз спасали, чтобы он жил. Но он шелковый? Да, он шелковый. Вот это шелковый, наверное, единственный лифчик. И вот эти все шрамы, да, вот это все спасение этого лифчика, это какой-то невероятный памятник, потому что он уже не просто лифчик, он такой арт-объект, и он страшен в своей вот этой какой-то невероятной арт-объектности, потому что... То есть это лифчик женщины, которая сидела в ГУЛАГе? Да, и которая, может быть, в нем приехала, но 17 лет она его спасала, например.
А он у нее был из прошлой Да. жизни? Но он для меня прям такой и памятник, и какой-то невероятный энергообъект какой-то с невероятной и такой изуверской памятью. Я этот лифчик привезла показать Окуневской, которая знаменитая красавица, какая-то невероятная, там, я не знаю, мечта Лаврентия Берия и Мечта Брустита. всей страны. Да, мечта всей страны. А поскольку она категорически не хотела говорить, написала книгу и вообще не хотела. Ну, просто. Вот этого времени в ее жизни не было. И когда я принесла этот лифчик, она заплакала и сказала, что у нее лифчик забрали. И это была самая большая трагедия. Когда она возвращалась в Москву, ее должна была встречать дочь на Белорусском вокзале. Она, когда села в поезд, уже ехала на свободу, она выбросила все белье в окно. Она приехала в пальто в мужском на голое тело. И когда я у нее спросила, держа этот лифчик в руках, я сказала: хорошо, я больше не буду спрашивать, а что вы делали, вот, чтобы освободиться? Она говорит: все. Вот про этот лифчик. Все. Конечно, гулаговское белье – это такая тоже абсолютно сюжет для инквизиции, потому что белье для заключенных шилось по тому же ГОСТу, что и белье для солдат. Например, женское белье для женщин-заключенных шилось по образцу женщин военнослужащих в армии с единственным допуском. Белье для солдат шилось за пошивочным швом, чтобы не заводились вши, потому что вши оставляют гнить своих деток. Mm-hmm. А в белье для заключенных делался специальный припуск 0,5 мм, чтобы вши заводились и тоже работали на советскую власть. Да ладно? Да. ГОСТ был специальный. Неужели это специально для этого было сделано? Конечно. Какой кошмар. И жена Молотова, которого кальсона у меня тоже есть, получила срок и получила абсолютно идеальную должность. Она кусочком стекла вычищала гнит из этих швов. Как много белье может рассказать о человеке? Думаю, что белье может рассказать практически все. И я действительно верю в энергию, которую излучает вещь, которая... Вот вы говорите, что люди одеваются в России так, что эта одежда кричит об их одиночестве. Но белье – это ведь одежда, которую люди носят, как утром достают из шкафа. Это одежда для кого-то. То, какое белье они достают, это одежда для себя, это одеяние для себя. Более того, в белье почти никто не врет. Белье точно расскажет почти все о человеке. И самое главное, что в белье можно откорректировать свое, успешность, неуспешность, но откорректировать то, как тебя воспринимают люди. В белье можно откорректировать. Я могу быть как угодно, в каком угодно монашеском одеянии, но если я понимаю, что у меня чулки на резинках и красный кружевной лифчик, это считают все. Никто, естественно, не будет понимать, что это, но эту женскую интригу будут прочитывать все. Я однажды читала в Голландии лекцию про советское белье. Когда мы еще были, дружили со всем миром, все было интересно, как люди... Запрещенной в России стране Голландии, вы читали? Да, я читала, и я пришла к студентам, и они говорят, я говорю, вот, рассказываю про белье, и вы понимаете, сколько многое мы могли узнать, если бы мы сейчас разделись. На что они сказали, а давайте разденемся. Молодцы какие, так. Я говорю, что мне оставалось? Я снимаю пиджак. Слава богу, не заставляли совсем раздеваться. И я читала лекцию просто в лифчик. Да. И более того, я понимала, увидела всех. И когда мы все разделись, мы долго наблюдали друг за другом. И, клянусь, это говорило больше, чем все глаза, которые устремлены были на меня. Потому что я все увидела. Вот все.
обещали рассказать, как по форме лифчика предсказать начало войны. Ну, мы не берем советское белье, где форма лифчика 70 Всегда, лет была да, одинаковая, да. у нас грудь не менялась, но форма лифчика не меняется, считается, есть такой, как это, культуролог Флюгель, который придумал закон, озвучил его и описал, и очень популярен он был в 60-е годы. Это называется закон перемещения эрогенных зон. Это, несмотря на такое фривольное название, это закон, по которому на том месте, то место, на котором находится линия талии, длина юбки и, самое главное, это форма юбки. Да? Потому что, например, короткая юбка с пышной сзади сборочкой – это, как он считал, 6 лет до войны. Моя теория, которая, по крайней мере, 20 век абсолютно подтверждает, за те же 6 лет до войны женщины начинают раздеваться. Все, что, я не знаю, 12 лет до войны невозможно было себе представить, за 6 лет меняется абсолютно. Так же, как и белье. Очень реагирует на будущую войну, продажи помады почему-то. Именно помады. Как только тревожность возрастает, продажи помад и производство вырастает просто в десятки раз. Потому что в этом есть, видно, какая-то единственная надежность. Вот намазюкать губы и почувствовать себя все равно человеком. Сейчас я покажу, как выглядит, скажем, белье 900 года, чтобы было понятно, вот к чему мы пришли. Вначале идет комбинация. Они очень простые. Это все всегда такого либо белого цвета, либо два цвета, которые были доступны в 900 году. Это цвет Изабелла. Изабелла – это испанская королева, которая отправила мужа в крестовые походы, и ровно 6 лет его ждала «Не стирай белье». Вот цвет Изабелла – это и есть вот такой нестиранного белья. Второй цвет – это название икрю, это более розоватый цвет. Икрю – это, ни много ни мало, кожа ангела. Дальше идет корсет, который шнуруется, хороший, настоящий. То есть он не на голое тело, а поверх комбинации? Да, поверх комбинации. Вот он. Идет корсет. Потом идут панталоны с разрезом. Потом в разрезы выпускается резинка и подтягивается чулок. Дальше на все это, если вдруг у женщины маленький бюст, то она берет корсетный лиф, такой очень похожий на наш пушап. Вот такая оборочка, которая закрывает. Такая заглушка для корсета. А сверху идет вот эта вот нижняя юбка. В принципе, должно быть 6 нижних юбок. Но богатые женщины, которые позволяли себе ручную работу, вот это 1, 2, 3, 4, 5. Вот эти 5 слоев, положено было 6 юбок для пышноты, потому что юбка держит верхнее платье. То есть вот эта капуста и сверху платье могу достать. Так, вот. И вот это платье идет сверху. Уж как сложно все. Вот, здесь затягивается сантюр. И это весит 8 килограмм. То есть вот так упакованная женщина означала абсолютный покой в мире. То, что называется миру мир. Потому что все крутилось вокруг нее, все деньги вкладывались в нее, мужчины пытались ее как-то завоевать, никто не понимал, что внутри, никто не понимал, как ее содержать. Вообще не было понятно ничего. Это дополнительное кружево, чтобы к свадьбе можно было вернуть еще оборку. Вот, поэтому это 900 год, и воюют только буры. Это, слава богу, Южная Африка. Все остальные в полном порядке. В 902 году начинается первая попытка Поля Пуаре уничтожить корсет. И вот ровно за 6 лет до Первой мировой войны женщины таки сняли корсеты. И тогда вместо вот этой всей прекрасной истории, тяжеленной истории, женщины с
стали носить очень простые вещи. Вот это корсетный лиф. Это 911 год. То есть практически уже ничего не подчеркивается. Вот. И вот панталоны. Никакого внутреннего шва раскрытого. Большие, пышные, прекрасно украшенные, но панталоны. Вот это, прям подходит слово разоблачение. Вот это разоблачение означает, что женщина почему-то раздевается. Какой, я не знаю, генетический механизм внутри срабатывает, что скоро не будет достаточного количества мужчин, что это попытка остановить и притянуть к себе, пусть он занимается поиском внутренних швов на панталонах, а не войной, потому что в любом случае любая война – это выброс неизрасходованного тестостерона. То же самое происходило перед Второй мировой войной. Вот этот Берлин-36, вот это знаменитое, фильм «Кабаре», это знаменитое состояние разнузданной свободы, когда Донген писал своих полупрозрачных женщин, он писал их с натуры, то есть они ходили в тюлевых платьях на голое тело. И это тоже такая разница даже между этими панталонами и вообще отсутствием белья. И, скажем, когда можно было прийти в китайском халате на голое тело, это момент такой, свободы от вынужденной свободы. Вынужденной свободы, чтобы сохранить мир. Мне так кажется. Попытка сохранить мир. А теперь красивая голливудская история про разрушение стереотипов. В главной роли Мерлин Монро. В 1951 году Монро пришла на вечеринку в красном платье с глубоким декольте. Но не все оценили ее выбор. На следующий же день в Лос-Анджелес Таймс вышла критическая статья, в которой Монро обвинили в вульгарности, а про платье написали, что даже мешок картошки выглядел бы лучше. Монро очень задела эта статья, и она попросила своего агента Джонни Гайда заказать ей платье из реального мешка картошки. Так случилась одна из самых эффектных фотосессий в карьере актрисы. А картофельный бренд The Long Produce из Twin Falls, увидев в газетах свой картофельный мешок, написал агенту Монро с просьбой прислать несколько копий фотографий. В итоге Джон Гайд прислал 2 фотографии, одну из которых Монро подписала лично. И ее же потом использовали в кампании для продвижения своего бренда. У Logitech сейчас проходит кампания Pink is the new black, главный слоган которой «Брось вызов стереотипам», а главная цель – разрушить стереотипы, которые могут помешать в достижении целей. В рамках этой кампании Logitech рассказывает истории достижений выдающихся женщин из различных сфер, которые добились успеха, несмотря на окружавший их скепсис. А еще Logitech запустил специальный конкурс, в котором можно выиграть один из 4 стильных розовых девайсов бренда. Например, вот такую компактную беспроводную клавиатуру с ультратонким профилем. Она, кстати, доступна еще в кремовом и графитовом цвете. Я довольно много времени провожу за компьютером, отсматривая выпуски и работая с текстами. Поэтому клавиатура очень удобна и реально улучшает продуктивность, когда работаешь с планшета. А еще девайс совместим со всеми типами устройств и операционными системами. Поэтому его можно использовать на Windows, Mac, Chrome, Android, iOS и даже Apple TV. Ну а чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить 3 очень простых условия. Рассказать, как вы или тот, кто вас вдохновляет, бросили вызов стереотипам и к какому эффекту это привело. Подписаться в Инстаграме на страницу Logitech. Не забыть поставить 2 специальных хэштега. Переходим по ссылке в описании, читаем все детали про конкурс, рассказываем вдохновляющие истории и выигрываем стильные девайсы от Logitech. Ваша коллекция, какая первая вещь там появилась и как это случилось? Да, первая коллекция появилась. Я обречена на одну пьесу Чехова. Я 14 раз делала «Чайку». Поэтому «Чайку» я знаю как своих близких родственников. Я знаю этих людей, я понимаю, что они хотят, что они делают, почему это трогательно, почему это смешно. Я все про них знаю. И я помню, что это была 2-я «Чайка».
режиссер Рейхель Гаус, и все мои 14 чаек – это, как правило, у режиссера роман с Ниной Заречной. Черт. Ну, может быть, здесь было не так, но, по крайней мере, как правило, какая-то невероятная Аркадина – это обычно прима, главная артистка театра. И то есть возникает драма. Возникает Чехов, просто чистой воды. Аркадину должна была играть... у нас было несколько персонажей, но остановились на Ольге Яковлевой. Она великая артистка, она муза и звезда Эфроса. Я позвонила ей, чтобы договориться о свидании. И вот тут я очень пожалела, что я не включила диктофон, потому что 3,5 часа она нон-стоп говорила свой монолог Аркадиной. Какой идиот-режиссер, какие новые формы в театре, которые она ненавидит, как она не воспринимает эту Нину. То есть это была такая Аркадина, что я была абсолютно потрясена, позвонила Иосифу Леонидовичу и сказала: ничего себе у нас Аркадина. Он говорит: может быть, она еще откажется, что и получилось. Но я поняла, что для Ольги Яковлевой мне нужно найти управу на нее, мне нужно найти к ней какой-то подход. И я прекрасно понимала, что этот подход означает одно. Мне надо ее обуздать, да, как лошадь. Мне нужно ее покорить. Это вообще работа художника по костюмам. Совратить, навешать лапши, обмануть, а потом уйти, потому что актер дальше будет выращивать этого человека. А мое дело такое легкомысленное. И вот я поняла, что мне нужен корсет. Настоящий корсет. Потому что как справиться с артисткой, я действительно не понимала. Я была в абсолютной растерянности. И вот я иду на Тишинский рынок. Там тогда был такой настоящий рынок, и был комиссионный магазин. И сидит такой мужичонка и продает корсет. И я подумала: вот отлично. Я подхожу к нему и говорю: сколько стоит? Он говорит: бутылка водки 3,62. И я понимаю, что у меня есть 3,60, а 2 копеек нет. Я говорю: у меня нет 2 копеек. Ничего. Он говорит: что значит ничего? Я сказал: бутылка водки. И я торговалась, он ни в какую не хотел. Я отошла и нашла 2 копейки на земле. Ну ладно. И 3,62. Просто я точно помню стоимость этого корсета, потому что, конечно, это бутылка водки. И этот корсет мне помог абсолютно, потому что, вы понимаете, да, корсет производит впечатление невинной штучки, пока ты не начинаешь его утягивать. Ты делаешь это деликатно, осторожно, но все больше и больше. Конечно, это напоминает, да, такое, как взнуздать лошадь. И когда ты начинаешь делать уже больно, человек должен либо согласиться, либо возмутиться и послать меня, потому что ему просто реально больно. Но он же видит восторг в глазах окружающих. И тогда он согласен на все. И я затягиваю до максимума. И вот тут я понимаю, что кайф от отражения в чужих глазах артистка поймает всегда. И она моя. Все, я могу с ней сделать все, что угодно. Какая вы коварная женщина. Профессия такая. Вы тот человек, который одевали Людмилу Гурченко. Да. Про талию Людмилы Гурченко сложены легенды. Да. Талия Людмилы Гурченко – это талия в корсете или без корсета? Талия Людмилы Гурченко… 45 сантиметров. 45 сантиметров это было утянуто. И это было времен ее молодости, когда мы с ней работали над спектаклем «Мачо, это ты во фраке». Она работала в этом корсете. Вот в этом? В этом. И у меня была, конечно, засада, потому что я ее подсадила на корсет. Она говорила, что ей не нужно. Она действительно была в прекрасной форме. Но когда я ее затянула в этот корсет, он дает нечеловеческий вот этот силуэт перепада песочной часы. И получилось, что Людмила Марковна, она практически вписалась в это идеально. Сколько вам было лет, когда вы впервые встретились с Гурченко? Мне было 25 лет. Мы встретились с ней на съемках фильма Геннадия Полокия «Был ли Коротин». Мне казалось, что меня просто ждет убийство с ее стороны, потому что у меня не было ее мерок, не было примерки, и я везла костюм в Одессу на съемку. То, что называется немеренный костюм, это катастрофа.
Ну, потому что я совершенно не понимала, что я везу. Я везу Но это понимали, кому. Понимала, кому. Но при этом Гурченко в тот момент как бы в опале. Она в опале. Про нее, естественно, говорят, что это жуткий характер, и что если ей не понравится костюм, то мало мне не покажется точно. Я еду в Одессу с этим немеренным костюмом и тащу с собой все, что можно, чтобы ее потрясти. Я тащу перья райской птицы, я тащу какие-то кусочки кружева, какие-то камеи, Я даже взяла, у меня в коллекции была соломенная шляпа Аллы Тарасовой. Потрясающая такая плетеная соломка. Я даже взяла эту шляпу. Я привезла все. И вот заходит Гурченко минут 10 до съемки. Я достаю этот костюм и понимаю, что сейчас меня ждет что-то страшное. Она начинает мерить костюм, находит меня в зеркале и говорит: «Как тебя зовут?» Я говорю: «Виктория». Она говорит: «Мне нравится. А вот этот бантик, это что, ты сама придумала?» Я говорю: «Да». Короче, через 10 минут я была гением абсолютным. И Гурченко мне подарила мой абсолютный звездный час. Я никогда не добиралась на вершину этого успеха. Мы шили второе платье уже с длинным хвостом, с какими-то бисерными какими-то вставками. Ну, невероятное платье с огромным таким русалочным хвостом. И у меня была райская птица, настоящая птица такого огненно-рыжего цвета. И была шляпка Тарасовой, и мы прикрепили эту райскую птицу. И мы идем по коридору Мосфильма. А тогда коридор Мосфильма, там были все великие. Вот я не знаю, может быть, они там Это жили. наша Виа Венето. Да, они шли все. Михалковы, Кончаловский, и Шпай, Марлен Хуциев, и Оселяне, все. И вот они ее встречают, и я понимаю, как же ей важно пройти вот такой королевой, с этой райской птицей, с этим хвостом. Как ей важно пройти этим коридором Мосфильма. И каждый встречный, который: «Люся, боже, какая-то!» Он говорит: «Севрюкова гений». И вот так Севрюкова гений я получила с этим отражением в глазах я не знаю, у всех. И когда вот этот триумф прошел, по-моему, лет через 5 мы встретились с ней в театре. Снова. И вот это был ввод в спектакль «А чё это ты во фраке?», который играла Люба Полищук. И Люба ушла вдруг, и Рахиль Гаус решает ввести на эту роль Гурченко. Она еще пришла такой молью абсолютной. Просто моль. Это какой год? Это был, я думаю, что 87-й, 88-й. Короче, приходит такая моль абсолютная и говорит мне очень деликатно: «Мы с вами, между прочим, знакомы». Я говорю: «Конечно, знакомы». «Хорошо, что вы меня вспомнили», — говорит она, абсолютно просто тихая девочка. Говорит: «Я согласна на все». Я говорю: «На все?» Мы повторяем костюм. Она говорит: «Ну да, на все согласна». В результате ничего не осталось от старого рисунка. Полищук была белой лебедью, а Гурченко сказала: «Я буду черной. Я буду черным лебедем». А Полищук была такой перезрелой, такой барышней, а она была абсолютной старой девой, которой ничего не светило. И в финале было платье на кринолине, которое, ну, конечно, мы утянули Гурченко до каких-то невероятных размеров. И когда Гурченко первый раз вот вылетела на сцену этим черным лебедем, я просто слышала этот такой, как эхо «ах», потому что... Это из зала зрителей? Это из зала. Это и крякнул режиссер, потому что это, конечно, было абсолютное потрясение и такая самодеятельность с нашей стороны. Но все пришли сравнивать ее. Все пришли, ну, в какой-то степени даже на поражение, потому что Полищук поющая, танцующая, а у Гурченко сломана нога просто вся на каких-то этих металлических штырях. И вот этот момент триумфа, который она получила, это, ну, какое-то невероятное ощущение. И невероятное ощущение от собственного счастья, потому что ты понимаешь, что твоя работа вызывает вот этот «ах» с эхом и вызывает, ну, какой-то невероятный полет у актрис, невероятного размера. Она это на силе воли делала? Она это актерски делала, она артистка. Как это? Как цирковые делают. Она артистка. Как это? Дрессированная лошадь. Она приходила хромая. Она вставала на пуанты, на
в арабеск, и зал аплодировал, и я несколько раз говорила, может быть, не надо, ну, на полупальце. Он говорит, пах. То есть это было просто невероятно больно. И она играла еще 2,5 часа спектакля. Она великая актриса? Я думаю, что она великая женщина. Я не очень могу сейчас рассказывать наши отношения, наверное, потому что я с ней стала очень тесно общаться, а я не люблю дружбы во время работы. Но дружба должна быть вне работы. У нас и так всегда отношения сложные. Я не очень имею права дружить, потому что я дальше уйду и брошу, и это некрасиво дружить. А она в тот момент переживала тяжелейший период в жизни, и потому что у нее ушел муж, она осталась одна, и она каждый вечер писала ему письма. И это письма было, во-первых, огромная литература, типа человеческого голоса. Она писала письма, и ей надо было кому-то их читать. И я приходила к ней, и она читала эти письма на 4-5 листах и сжигала их. Когда я не могла, она могла позвонить на телефонную станцию, если я с кем-то разговаривала. Разговор мой прерывался, он говорит, время, я письмо должна тебе почитать. Боже, какое одиночество. И это невероятное одиночество, и это невероятная степень близости, которой, опять же, я очень побаиваюсь этого. Всегда побаиваюсь. Потому что все-таки это работа, это театр. Я не имею права так дружить. Она, конечно, посчитала, что я предатель. Потом все у нее замечательно наладилось. У нее прекрасный муж был, и я ей помогала, когда могла. Но когда она меня позвала делать свой бенефис, который снимал Бондарчук, она пришла ко мне и говорит, здесь у меня будут перья, понимаешь, здесь розовые перья, а с этой стороны зеленые. Я говорю, какие перья? Но то, что я видела, я хочу это. Вот эти письма можно сделать не с перьями. Можно рассказать о том, что было. Она говорит, это никому не интересно. Я интересна всем в перьях. Я сказала, не буду это делать. Вот то, что я видела, это великая женская трагедия. Может быть, она была наигранная, но это была великая женская трагедия. Надо это делать. Это будет новая Гурченко. И мы с ней просто разругались абсолютно, потому что она не хотела быть без перьев. Но не хотела быть беззащитной. Она не хотела быть беззащитной, и она не хотела никогда это показывать. Поэтому у меня остался, конечно, послевкусие великой женщины и, наверное, очень большой артистки. Значит, у нас сейчас история 20 века в белье. В белье, да. Опять же... То есть можно и так? Опять же, да. Ну как? А представьте, сейчас же всю историю запретили, сейчас все по-новому переписали, а у вас должен быть тайный учебник «История в белье», где все будет правда. Но как бы про белье. Ну, я боюсь, что сейчас наступили времена, когда даже моя книжка, которую я так хотела написать, «Россия в трусах», причем состоящая из 2 томов, потому что первый том мне хотелось написать «Империя в трусах», скажем, за 19-20 век, и СССР в трусах. И более того, если это будет первый том, то это будет проложено папиросной бумагой, с золотыми обрезами. Ну, как бы настоящая история трусов большой страны. То Советский Союз – это прям на какой-то плохой бумаге с криво обрезанным концом, в смысле этим обрезом. Но в любом случае вот эти 2 тома, мне кажется, что расскажут про какую-то очень честную историю страны, которую невозможно рассказать ни с какой точки зрения. Я в любом случае меньше всего коллекционер. Я даже скажу, я вообще не коллекционер. А кто вы? Историк? Я хранитель историй. Я даже не историк. Я храню то, что мне приходит, и то, что мне рассказывают. XX век в России – это история несчастного отсутствия красивого белья. Его просто невозможно было... Нет, это беда
отсутствие права на тело. Это намного страшнее, чем отсутствие белья. Когда твое белье висит на вешалке, и ты живешь в коммунальной квартире, и каждый видит все нюансы твоего белья, вот каждую штопку, каждую дырочку. Это ведь совершенно другая история. Это когда все время подглядывают в замочную скважину. Государство, соседи, все. Когда нет вообще тайны тела. Ведь большевики, как были мудрые люди, когда они пришли делать новую власть, они стали делать новых людей. И первое, что они запустили, это абсолютное отсутствие вот это движение «Долой стыд», когда ходили голые люди по улицам Москвы, потому что это была свобода от буржуазных предрассудков. Этот стакан воды, который Калантай проповедовала, это все вот обезглавило просто патриархальную Россию, которая даже представить себе там в 900 году, что через 20 лет по улицам Москвы будут ходить голые люди, это даже представить себе было невозможно. Потому что тело в русской патриархальной традиции его тоже не было. Только оно было спрятано. Потому что одежда, которая выносилась на улицу, в которой люди ходили, это был посыл. Это была связь со Вселенной. Это было то, как я общаюсь с миром, со своими, с родом. То есть это было абсолютное благополучно выстроено в несчастной стране с невероятным климатом, с отсутствием солнца. Это была невероятно красиво выстроенная Вселенная. И тело было совершенно не важно в ней. Поэтому то, что произошло после революции, конечно, это была абсолютная катастрофа. Это была катастрофа в мироощущении, потому что тело вдруг стало таким открытым, таким беззащитным, и тогда его можно уничтожать. Такой памятник Советскому Союзу – это панталоны ритузы из байки. Самая невероятная история из жизни вот они этих штопанные. ритуз. Они штопанные. Это я беседовала с директором хлопчатобумажной фабрики, называлась «Красная калка» в Иваново. И она рассказывала про свою фабрику, она гордилась очень. Я говорю, какая проблема была с ткачихами? Она говорит, сходили с ума. Я говорю, как? Она говорит, 40 лет она стоит на одном цвете. Потому что все годы советской власти утвержденными цветами для ритуз были 3 цвета. Это называлось нежно-розовый, это называлось майская зелень, а вот это называлось яркое небо. 3 цвета. И человек 40 лет стоял на станке, который делал вот эту ткань. Люди сходили с ума, и их переводили на другие станки, потому что вот это обилие одного цвета сводило ткачих с ума. Поэтому им давали раньше пенсию, потому что количество самоубийств и сумасшествий на этой фабрике зашкаливало. Это был самый высокий показатель по стране. Хлопчатобумажная фабрика, которая делала прекрасные ритузы. Кошмар. Но я показываю даже не для этого. Я хочу показать вот это, практически ручное творчество. Вот это такой... Гладью заштопано. Handmade, когда эта вещь из урода становится произведением искусства. Столько сил в это вложено, столько любви и столько желания выдержать и выстоять в этих антисекс-трусах. Просто это невероятно. Я это можно вообще... Причем это называется модель молодежная. Просто они не такие большие. Потому что вот это уже модель не молодежная. Это стандартный майская зелень. Я извиняюсь, а куда это надевают под юбку? Да, конечно, под платье, но чтобы было тепло. А в 1953 году вдруг на прилавке хлынул цвет. Это не связано, связано в какой-то степени с тем, Сталин-то умер. Да, умер Сталин. Просто мы стали дружить с Китаем, и фабрика «Дружба», которая организовалась, вот такое торговое сообщество РСФСР Китай, запустила огромное количество цветных. Вот они пошли, вот это, конечно, это уже фабрика «Дружба». Пошли цветные, потрясающие цвета. Вот они. И вот пока существовала фабрика «Дружба», наши женщины ходили в тех же панталонах, но хотя бы более веселого цвета. Тоже апельсин, надеюсь, называется. Потрясающе то, что произошло после то, что называется брежневское время. Потому что мы опять поссорились с Китаем, и тогда
стало еще хуже. Потому что вот цветовая гамма ритузов 60-х, 70-х годов. Вот она. Боже. То есть не надо рассказывать про ужасы советской власти. Вот такое вмешательство в жизнь человеческого тела, вот это означает, я обречена быть в этих кальсонах, вот, то есть в этих ритузах, просто потому что других нет. Вообще. Как в стране, где там в течение 70-80 даже на самом деле лет ничего этого не было, как женщины типа Любови Орловой, например, которая, ну, то есть, она секс-символ, у нее и справка есть. Да. Как они могли себе это позволить, имея вот те 4 цвета панталонов, а иногда и 2 цвета? Ну, по Любовь Орлова у меня есть несколько ее комплектов белья. Надо сказать, что это, ну, во-первых, не самый лучший пример, потому что, конечно, она была в абсолютно привилегированном положении. Во-первых, она все время выезжала за границу. Она выезжала за границу, когда это было нужно. Если нужны были перчатки оливкового цвета, она выезжала в Париж, чтобы купить эти перчатки. Это на самом деле. Поэтому у нее были, возможности, она... Я могу рассказать 2 потрясающих факта из ее биографии. Я никак не могла понять, почему у меня 2 комбинации очень похожи по цвету. А она носила вот такое неожиданно фисташковое белье с бежевым кружевом. Такое даже найти трудно. Там была вышита ее монограмма, и все время фисташковое белье. Но как только она получила звание народной артистки Советского Союза, она пришла работать в театр Моссовета, и костюмеры с ужасом увидели, что Любовь Петровна пришла в ритузах. Они сказали: Любовь Петровна, что это? Где вот эти подвязочки? Где эти фисташковые комбинации? Она говорит: народная артистка Советского Союза, я не могу отрываться от своего народа. Да ладно! И на спектакле она приходила вот в этих ритузах. Вот этих вот страшных. Ну, хороших, но в ритузах. Вот этих. Да. Она и Морецкая. Вот 2... А вот что такое патриотизм, теперь мы знаем. Патриотизм и как я народная артистка своей страны. И я должна, как все женщины, так и я должна. Издевательство номер 2. Это бюстгальтер, который... Вот это самая распространенная форма бюстгальтера. Это не человеческая грудь. Вот у женщин вот такой груди... А в фильмах у всех такая? Нет. Девчатах, у них что-то вот ровно... Вот это вставлено, и вся грудь вот должна быть впихнута в это сучье вымя, как называли этот лифчик. Но самое большое издевательство... Как парашют сделан. Да, самое большое издевательство в том, что было всего 3 размера. 1, 2 и 3. 3. И 2 варианта. С выточкой и без. 70 лет советской власти. Все лифчики, которые выпускались более-менее, были либо частно пошиты в частных мастерских, либо это называлась экспериментальная линия. Ничего похожего ни на форму Брижит Бардо, да, вот эти бардотки, пуля бра, вот эти огромные пистолеты Анжелики. Ничего этого не было. Первая Анжелика появилась после того, как, слава богу, в Политбюро была одна женщина, министр культуры Екатерина Фурцева, которая встала на заседании Политбюро в окружении вот этих прекрасных монстров и сказала: я хочу поднять вопрос о лифчиках. Да ладно? Все сказали: так, секундочку. Возьмите себя в руки. Он говорит: нет, я предлагаю ввести такой девиз, что каждая советская женщина имеет право на хороший лифчик. Старые эти, монстры сказали: ну ладно, что у них нет лифчиков, что ли? Сказал: нет. И вот тогда на Черемушкинский комбинат были куплены 2 линии. Анжелика с выдавленной кружевной чашкой, которая выпускалась до 2004 года. Да вы что? Да. И спасибо Фурцевой за это. И кружевная линия открытого бра, которая тоже прекрасно продавалась только в ГУМе. То есть поставки были, поскольку это была ограниченная серия, поставки были только в ГУМ. 2 лифчика. Вот мне кажется, что рассказ про ужасы советской легкой промышленности
Не надо вспоминать там Ив Монтана, да, о том, что якобы он сделал выставку, издевался. На самом деле история была намного проще. Ив Монтан приехал на Московский кинофестиваль, а поскольку он был друг Советского Союза, то его таскали по всем мероприятиям. И его позвали на показательную выставку достижений легкой промышленности Советского Союза. Он пришел с Симоной Синьоре, увидел вот это все, купил и привез как бы просто, поржать. Он сделал такой небольшой пати, где женщины показывали, вот, да, как выглядят советские женщины. Это был такой маленький стёб на один вечер. Но ему сделали предупреждение, Ив Монтану, чтобы он не издевался над Советским Союзом. А через 4 года, когда он выступил против ввода войск в Чехословакию, его отлучили. Он стал персона нон-грата, отменили все концерты и даже попытались уничтожить весь тираж его пластинок. Мне нравится, как наша беседа на фоне обнаженной груди. Да, на Пусть фоне все завидуют. мужчины с грудью. Так. Ну, мы же не знаем, кто. А кто это будет? Это будет Тим Цуник. Леня Тим Цуник, потрясающий артист. И вот я ему сейчас все украшения-то наколю, чтобы он был красавцем у нас. Значит, ходят слухи по Москве, что для того, чтобы сделать костюмы к этому спектаклю, вы придумали какую-то нанотехнологию, когда артист становится, он ничего не делает, вокруг него не ползают люди с сантиметром. Он как так становится, а потом хоп, и вы делаете уже костюм. Да. А на самом деле как? На самом деле так и есть. Да ладно? Да, у нас как бы этот спектакль удивительный тем, что это, конечно, это театральная постановка, конечно, это для настоящего академического театра спектакль. Но вдруг оказалось, что мы можем подключить к этому какие-то особенные силы. Понятно, что это и цирковые силы, потому что у нас отрезаются головы, они летают, у нас летает Маргарита в небесах на метле, она меняется фантастически у нее, она мажется кремом и на самом деле превращается в какую-то невероятно молодую, красивую ведьму. И оказалось, что здесь мало обычных театральных технологий. Я их обожаю, потому что театральные технологии – это абсолютный воздух, который не знакомый сегодняшнему театру. Потому что привыкли видеоинсталляции, какой-то там обнаженные артисты. А в театральных вот таких штучках и придумках есть абсолютно загадка вот как бы прошлых веков, когда театр существует немного как чудо, немножко как история какая-то, почти кинематограф, но это происходит здесь и сейчас, на твоих глазах. У нас есть несколько задач, которые по-прежнему остаются просто катастрофически сложными. Конечно, это «Кот-бегемот», я честно признаюсь, потому что сделать кота, который на самом деле не кот. Заставить кота говорить? Да, заставить кота говорить, двигаться, срывать чужие головы, а потом оказываться каким-то демоном и улетать из Москвы куда-то, распушив хвост. Это, конечно, задача сложная, потому что кот в активном движении находится. И он должен быть котом, не оборотнем, не снежным человеком. Он должен быть котиком. У котика маленькая головка, длинный хвост, который все время находится в движении. Вот. Это будет интересно. Чудесатость кота – это 80% успеха «Мастера и Маргариты». Потому что кот должен быть такой убедительный, не рисованный, не переодетый, не мужик в меховом комбинезончике из детского спектакля. Это должен быть кот, который в первом акте, еще довольно мил, а во втором акте становится все страшнее и страшнее, потому что ограниченное время происходит у Булгакова дело. Это же страстная неделя, и в субботу ночью они улетают. То есть дело происходит в 2-3 дня. И вот за 2-3 дня и команда Воланда должна измениться абсолютно, просто абсолютно, не уходя со сцены. И все персонажи, потому что и самое главное, главные герои, которые погибают в конце.
то, что они остаются живы, это же такая иллюзия. Поэтому вот пройти эту историю со всеми, пройти все-таки историю глазами Булгакова, глазами Елены Сергеевны, что довольно сложно, потому что ей нужно угодить, поэтому мы даже долго сомневались, когда происходит действие. Булгаковеды утверждают, что это такие 30-е годы, но, как мы уже с вами теперь знаем, 30-е годы уже были все винтики закручены, и никакой бал в американском посольстве не мог просто состояться. И никто не ходил голый, никто не летал. Уже чудеса, по сути дела, закончились. Поэтому... То есть это НЭП? Да, мы берем кружевные трусы. Самый последний кусочек НЭПа, когда люди могли спокойно выскочить и сказать: я готов переодеться на сцене, когда цирк работал как частная организация. То есть в любом случае, по всем параметрам, конечно, это конец 20-х, и мы делаем такую непманскую просто эйфорию. Последний год НЭПа. Последний год красивой жизни. Это 20-е? 20-е. Вот. Это комбитресс. Остается тот же, разрез. Но при этом вот этот миланский шелк, то, что называется, свободные трусы, чем они потрясающие, потому что они шикарные по косой, и они, это называется фасон бабочка, они обтекают тело и не проступают под платьем никогда. То есть они падают вниз. При этом все дышится, как положено. Вот если нам нужна нижняя юбка, то мы будем носить вот такую нижнюю юбку. Легкую, все из этого шелка. А вот это те самые комбинации, ночные рубашки, которые в 30-е годы, вот они перешли, когда уже ничего не скрывает тело. Это ночная рубашка? Это ночная рубашка. Если я хочу встретить мужа, то я на эту ночную рубашку надену вот такое с пухом пелеринку, и у меня будет такое утреннее появление, такое утреннее дезобелье. Вот на уровне ощущения, на уровне тактильности, на уровне подачи тела. Это какая-то невероятная история, конечно, очень напоминающая о том, что скоро будет война, потому что, к сожалению, это все очень доступно. Это роскошно, но это очень доступно. Вика, подождите, одну секундочку. Если вот это все в 20-х, 30-х годах, есть НЭП, как им удалось так быстро уничтожить целую индустрию изумительного белья? Всех посадили. В 30-е годы, когда вот этот трест Мосбелье, который обслуживал НЭП и который был создан все-таки на основе какой-то частного производства, частной мануфактуры, и 80% производства Мосбелье – это то, что называется для нужд фронта. Это началось в 30-м году. То есть для армии и для заключенных. То есть из 4 видов кальсон, которые были в ассортименте вот этого Мосбелья, только одни были гражданскими. Остальные были для высшего командного состава, для солдат и для зэков. То есть страна с 30-го года активно работает на войну раз и на лагеря два. Это было еще одно унижение, потому что через это нужно было как-то пройти вот этот ад с отсутствием белья вообще. И сохранить женственность было трудно. Я не знаю, как это можно при этом размножаться, любить и прочее, но сохранить себя – это тот самый ужас, который остался. И я понимаю, что 40-е годы – это прям такой черная дыра, да, про которую страшно говорить, как про, факт изнасилования, да, о нем лучше не вспоминать. Поэтому вот это возвращение, чтобы только в конце 60-х Фурцева объявила о лифчике каждой женщине, вот все эти годы не было ничего. Было ателье, которое шило белье, Грация, которая еще, еще лет 10 еще продолжали какие-то отдельные, которые шили Грации на заказ. Они стоили достаточно дорого, это был им пошив, но они, конечно, не могли обеспечить всех желающих. Я уж не говорю про то, что хотелось все-таки посмотреть фильм «В джазе только девушки» и быть с таким же прекрасным бюстом, как Мерлин Монро. Потому что бюсты у нас тоже были, у нас лифчиков не было, а бюсты у нас вполне были. Когда вы поняли, что это коллекция уже? И почему решили ли вы или за вас кто-то решил, что это будет белье?
Когда я поняла, что это коллекция, когда они посыпались. Вот когда мне приносят, оставляют на проходной. Почему мне никто ничего не приносит? Я не знаю. Я вообще в этом смысле человек такой абсолютно фаталист. Значит, это должно было случиться. Когда мне стали оставлять, я стала отказываться, а мне стали оставлять на проходной в театре, я поняла, что, наверное, какой-то я открыла, как это называется, проход, какой-то есть портал, и я почему-то должна их спасать. Трусы спасать. Трусы спасать истории, потому что каждые трусы – это невероятная история. Поэтому, конечно, я их собираю. Коллекция, конечно, в большей степени это коллекция истории. И, значит, они почему-то мне доверились. Вот одна из таких моих потрясающих историй, когда раньше театры давали объявления и покупали вещи, кружева, например, перья, веера, то, что у населения, и населению было хорошо, и театру было хорошо. И ко мне пришел человек, который принес мне всякие кружева, и я у него замечательно их купила для театра. А он мне говорит, а этот чемодан просто так я отдаю. Я говорю, а что же в этом чемодане? Он говорит, вы знаете, я не знаю, но я двоюродный племянник Тухачевского. Это осталось, когда мы пришли на Лубянку, там же была приемная НКВД, когда мы принесли зимние вещи, нам сказали, что вещи не принимаются. Это означает расстрел, и все понятно, уже все ясно, что произошло. И мы этот чемодан не открывали. Я говорю, как не открывали? Он говорит, с 1938 года. Мы не знаем, что там. Но это мы получили на Лубянке в приемной, когда нам отказали в приеме теплых вещей. Я говорю, давайте сейчас откроем. Он говорит, не, это вы сами открывайте. И я открываю эти защелки, и я понимаю, что я почти как гробницу Тутанхамона вскрываю. Я думаю, хорошо, я знаю, Тухачевский, прекрасный, молодой маршал, играет на скрипке. Я все понимаю про него. Я открываю и понимаю, наверное, был арест, человек готовился, был чемоданчик, наверное, с какими-то вещами, не знаю, теплыми, ночной рубашкой, зубной, еще что-то понятное. И я вдруг достаю комплект французского белья, но какой? То есть даже логику я выстроить не могу. Что надо было выстроить в голову, чтобы тебя пришли арестовать, а ты кладешь ночную рубашку, где каждая кружевная вставка вышита розочкой другого цвета. Это что? И я до сих пор с придыханием открываю этот фибровый чемоданчик и иногда достаю это белье. Потому что из таких историй состоит... Я не хочу сказать коллекция. Состоит это собрание. И теперь я понимаю, что вся семья Тухачевского – это почти мои родственники, потому что мне была доверена эта тайна. На сегодняшний момент у меня нет только Сталина. Просто потому, что у него были в таком состоянии жутком, такое было изношенное белье, что почти ничего не сохранилось нигде. Почему у него в таком жутком состоянии? Не менял белье? Это аскеза. Его даже не нашли френч с не протертыми манжетами. Не было. Его похоронили в белом генералиссимусном мундире, который он ненавидел. Просто ненавидел. И все, кто принял это решение похоронить его в белом мундире, боялись, что он встанет, потому что он так его ненавидел, что было понятно, что он не мог это перенести. Но ни одного нормального комплекта белья, не изношенного, и ни одного френча не было в его гардеробе. И все остальные поддерживали внешнюю картинку. Он ходил в белом френче, и все в белом френче. Он перешел на сероватый френч, и все стали в сероватых френчах. Но внутри они, конечно, оттягивались, как могли. То есть у Берии французские трусы были? Нет, у него не французские трусы, у него потрясающая ночная рубашка с оборочками. С оборочками? Нет, она мужская, но она прям с оборочками. Прям воротничок в оборочку, здесь оборочки. Такая, даже я бы сказала, старорежимная ночная рубашка, но очень трогательная для Лаврентия Берии, очень трогательная. Неожиданно история мужского белья у меня стала собираться, я даже не говорю про членов Политбюро, но стала собираться какая-то очень трогательная история мужского белья, которую я думаю, что я не смогу написать, потому что
отснять всю эту правду и рассказать, наверное, будет неправильно. Она очень мало кому понравится. Да. Да, потому что мужчины внутри, они очень трогательные. И я боюсь, что это очень многим мужчинам не понравится, какие они внутри. Трогательные, ранимые. Так долго самый продаваемый цвет кальсон был цвет свежей лососины. Тончайшего такого персико-розоватого цвета кальсоны. Так, может, им жены покупали? Нет, это на заказ. Многие годы все себе заказывали такие кальсоны. И были верны им всю жизнь. И понятно, что какой бы фрак, да, какой бы военный мундир не был, сверху, и какой бы френч, да, если там говорить про окружение Сталина, все равно внутри это трогательные маленькие ребята в кальсонах цвета лососины. С большими перламутровыми пуговицами. Это, во-первых, это трогательно, но это совершенно не история маскулинности. Да, это такой, да. И поэтому я думаю, что пусть кто-то сделает это. То есть теперь, чтобы, когда ты смотришь на политбюро, чтобы вместо того, чтобы их презирать, нужно их представлять в свежей лососине. Свежей лососине. И понимаешь, что, конечно, если увидеть в них этого трогательного ребенка... То есть в историях жестокости, это в историях травм? Я думаю, что да. Хорошо. Умерла Раиса, и я прибавил почти 20 килограмм. Вот такое безразличие к жизни появилось. Спектакль «Горбачев» – абсолютный хит нынешнего театрального сезона, в котором вы тоже художник. Что вам говорил режиссер и в чем вы его не послушались? Я знаю, что были вещи, которых вы не стали его слушать. Да, были вещи. Но я могу сказать, меня абсолютно покорила задумка. Вы фанат Горбачева? Нет, я не фанат Горбачева. Я даже могу сказать, что я нахожусь вот где-то между теми, кто его откровенно ненавидит, и кто им откровенно восхищается. Более того, мне очень не нравилась Раиса Максимовна, потому что я ее один раз видела, и мне показалось, что это по занудству ужас ужасный. Это было открытие выставки Ив Сен-Лорана в Доме художника, и Ив Сен-Лоран лично водил Раису Максимовну, показывая ей костюмы. И поскольку это была уже перестройка и какая-то гласность и прочее, то никого не отсекали, никакой народ, и мы все стояли тут же. Вот Раиса Максимовна, вот тут я. И она подошла к костюму и стала Сен-Лорану рассказывать про этот костюм. Что это Зизи Жанмер? Это райская птица, правда? То есть она была готова провести самому Сен-Лорану экскурсию по его выставке. Она не дала ему вставить ни одного слова. Он все время пытался. Ну, учительница, что вы хотите? Он понял, что это общество знаний, и как бесполезно рассказывать. Она все знает. И вот в этом, смирении его, мне показалось, он был чертовски мил, а она была, невероятно занудна и неприятна. А что, вам даже не нравится, как она одевается? Как она одевается, я была тоже как-то равнодушна. Это ведь, по сути дела, бурда-моден. Никакого снобизма. В этом не было практически никакого стиля. Она привезла бурда-моден в Советский Союз. Она привезла. Но вы имеете страну, в которой все ходят в трех цветах кальсонов. У нее было два абсолютно разных гардероба. Один гардероб был выездной, а второй был для посещения каких-то городов родной страны. Это два разных гардероба. Из разных абсолютно тканей. Более того, в этом... А вы откуда знаете? Мы же с погружением работали. Я знаю про Раису Максимовну все. Мы читали абсолютно все участники процесса, мы все читали все воспоминания. Более того, когда мы онлайн во время разгар пандемии репетировали, мы все предлагали свои вещи, которые нам казались важными. И Алвис, надо сказать, не посылал нас, а слушал внимательно и даже пользовался нашими какими-то советами. Такое впечатление, что мы в одну какую-то копилку сбрасывали все свои монетки. И никто не задавал вопрос, а как, собственно говоря, мы к нему относимся. Это же все равно часть нашей истории. Часть моей истории точно. В результате мы все пришли, вся команда, пришли к абсолютно одному ощущению, какой спектакль мы делаем. И для меня это было очень важно, потому что для того, чтобы
уничтожить человека, ну, даже оскорбить, я не говорю про убить, ну и чтобы убить тоже. Его надо расчеловечить. Надо сказать, что он подкаблучник, надо сказать, что он слабак, что он, я не знаю, подчинился всему Западу, что он развел эту антиалкогольную кампанию, что он, да, вот со своей женой носился. Надо сделать его беспомощным. А мы делали абсолютно противоположную вещь. Мы его делали сильным. Мы его делали влюбленным и любящим. Влюбленность дает силу? Да, конечно. В его смысле, конечно. Он абсолютно, как это, есть такой блатной жаргон. Человек, который был накрыт медным тазом. Он покорился женщине. И мы это тоже делали. И он стал человеком. Все задают вопрос, сложно ли делать спектакль для ныне живущего человека. Он же мог прийти и сказать, да не было у меня такого пальто. Ну, послушайте, я, во-первых, выше ростом, у меня как-то я прекрасный красавец. Зачем вы сделали из меня какого-то коротконожку? Но мне, как художнику, было очень важно вызвать вот все точки, которые я могу нажать, чтобы человек улыбнулся, вспомнил мамины варежки, ботиночки, сандалики. Я все кнопки нажимала. Абсолютно сознательно нажимала. То есть вот это вот фата, как из документальных фильмов про Фата, 50-е годы? Да, вот эта пышная юбка, туфли. Это все очень просто, ну как, жесточайше отобранные вещи. Потому что здесь нельзя было ошибиться. Они жесточайше отобраны не в смысле, что Раиса Максимовна или Михаил Сергеевич реально их носили? Нет, наоборот, они не носили вообще это все. А, да? Не было этой фаты, ничего не было. Мы взяли, как я не знаю, какой-то вот парафраз, конечно. Мы взяли свадьбу Терешковой, которая единственная, но это была свадьба первого космонавта Советского Союза. Первой женщины, вышедшей в открытый космос. Студенты МГУ, а совсем не Терешковой. Поэтому мы взяли это, потому что это... То есть вы за свадьбой Терешковой взяли наряд Горбачева? Да. Мы взяли фату, вот эту, которая торчком стояла. Мы взяли эту пышную юбку, мы взяли эту комбинацию. И она не похожа на комбинацию. У меня много комбинаций этого времени. Она не похожа совсем. То есть мы брали те вещи, которые будут работать на зрителя. Вот просто на его ассоциативный ряд. И на его эмоцию. Чтобы он влюбился в это. Вспомнил и влюбился. Вот этот самый древний мой корсет. Это 1720 год. Вот он. Какой классный, его можно трогать. Да, это какая все. Худенькая девушка. Нет, она не худенькая, на самом деле. Она совершенно не худенькая. Это такой полный 48-й. Но это та самая история, когда весь корсет затягивает женское тело, ну, как бы к шнипу сюда вперед ведет. И грудь поднимается сюда. То есть, как бы... За что и была первая анафема, потому что женщина из-за того, что был бюст, она не могла делать поклоны в церкви. А если она, например, его делала, то грудь просто вываливалась. Поэтому, называется, уже было не до молитвы, а было совершенно какое-то неподобство. Вот корсет чуть попозже. Это 1760 год. Вот он. И он прекрасен, потому что это абсолютно старинная такой, да. форма, и это все обработано кожей, потому что это стоило целое состояние. То есть корсет, скажем, в Англии вот этого времени стоил 2 коров. Вот этот корсет – это стоимость 2 коров. Это прям состояние. Сейчас покажу корсеты времен наполеоновского нашествия. Вот он. Между прочим, у меня есть корсет, который у меня стоит очередь. Покупателей, коллекционеров. Это корсет, как ни странно, нашей маленькой корсетной фабрики Абрамсона, которая на Всемирной выставке в 900 году получила гран-при за корсеты. Это было не просто невероятно. Это ни с Оскаром не сравнить ни с чем. Приехал Абрамсон, показал свои корсеты и взял гран-при. Вот он, корсет Абрамсона. Корсетная фабрика находилась прямо на Кузнецком. Маленькая, правда. Сейчас там находится магазин «Продукты». Итак, показываю, что такое гран-при. Зачем стоят люди в очереди? Это реформенный корсет, который дышит. Ну, это размер
48-й. Опять 48. Но затягивает на 24 сантиметра. 24 в талии. В чем прелесть корсета? Можно ничего не делать. Нужно просто иметь хорошую гувернантку, иметь хороший корсет. И диету можно Хорошая уже наконец гувернантка, забыть. которая шнуровала корсет, стоила в 2 раза дороже, чем хороший повар. Потому что только она могла придать хозяйке утром идеальную форму. Вот этот Абрамсон стоит 15 тысяч евро на сегодняшний момент. Оу. Вот мой любимый корсет. Расскажу, он тоже уникальный. Он прост, как бы он из тика, никаких особых украшений нет. Но чем замечательный этот корсет? Этот корсет по прескуранту Мюра и Мерилиза, это называется «Мадам Помпадур». Почему? Это максимальная утяжка на талии. Объясню почему. Вот это, вот то, что я раздвигаю, это грудь. А вот это я даже раздвинуть не могу. Это бедро. Значит, вот эта талия, это почти 30 сантиметров утяжки. То есть это вот столько сантиметров утяжки. При этом все равномерно выдавлено в район груди и в район бедра. Мадам Помпадур. У нас есть такой клуб любителей корсетов. Там люди, которые помешаны на корсетах, которые считают, что цивилизация рухнула из-за того, что женщина сняла корсет, что вообще вся ответственность на женщине, которая позволила себе, такой стать доступной. Просто на женщину молились, она находилась где-то там. То есть не Адам и Ева, а все-таки корсет. К ее ногам складывали успехи, деньги и все остальное, потому что она была недоступна. И в ней было то, что Золя отмечал, невероятное сочетание. Она была абсолютно недоступна, и она была беспомощна, потому что не одеться, не раздеться она не может. Очень удобно. Вот это такое острое ощущение, как женщины в доспехах, но при этом она, как это, моллюск, да, устрица, как креветка. Вот ее вытаскиваешь из панциря, и она ничего не может сделать. И от этого была такая острота ощущения, потому что ни один муж не знал, из чего состоит его жена. Никогда. Вот это кринолин, вот это то, что идет на попу. Это на попу. Да, 1870 год. То есть, вы понимаете, в этом ходить, широко расставив ноги, невозможно. Это абсолютно семенящее, как просто здесь очень маленькое расстояние. Это вот такое движение. Это раз. Вот смотрите, что произошло в конце 70-х годов. Это 19 век еще. Да, появились То есть это отдельная секция. Это просто попа, клетка на попе. Такой, опять же, журналисты писали, зачем нам женщины-кентавры, потому что попа становилась все больше и больше. Вот этот прекрасный красного цвета, просто вызывающий. Вообще, вот это ощущение клетки, которое носила женщина под платьем, это 1880. И вот посмотрите, что поверх, какие конструкции носили женщины. Это поверх кринолина и турнюра для того, чтобы была пышная попка. Вот посмотрите количество вот этих изуверских каких-то механизированных. То есть это как бы на попу сверху, чтобы она еще была... Чтобы от талии еще было пышнее. Вот просто у меня какое-то невероятное. Слушайте, это как сейчас сумочки носят. Конечно. Вот эти вот. Можно двупопие, например, сделать, пожалуйста. Металлическое двупопие. Можно сделать вот из 2 таких цилиндриков, пожалуйста. Такую задорную попку, я бы сказала. Можно из 3 цилиндриков. Это тоже задор. Это очень задорная попка. Это очень задорная попка. В чем прелесть этой клетки? Это, конечно, Анна Каренина. Потому что представить себе Анну Каренину с этим пышным, то есть она, конечно, была абсолютно яркий кентавр, то есть попа у нее была огромная, конечно, потому что это 1972 год, это пышнейшие турнюры сзади. То есть вот эта женщина в клетке... То есть, когда он пишет, что она пухленькая, он имеет в виду совершенно другие... Она пухленькая плюс напопник. То есть это и пухленькая, и плюс еще напопник, потому что это силуэт вот этого шкафчика сзади. Слушайте, вопрос. Она могла сама раздеться и одеться? Нет, в том-то все и дело. Объясняю. Значит, что должен был сделать Вронский, чтобы раздеть Анну? Значит, во-первых, она должна согласиться, раз. Понятно. Дальше. Он расстегивает, это, как правило, 32-40 пуговиц на лифе. Расстегнул.
Это спереди. Спереди. После этого он расстегивает центюр, это крючок и 2 пуговицы. Это верхняя юбка. Она падает. Дальше остается турнюр с напопником. Все застегивается отдельно. Нужно расстегнуть. Она турнюр. сама уже все еще не может. Это все сзади. Он расстегивает ей турнюр и расстегивает напопник. Она остается в корсете, панталонах, нижней юбке и в корсетном лифе. Он расстегивает корсетный лиф, маленькие перламутровые пуговички в нитиных петелечках, их штук 40. Он расстегивает корсет, он расстегивает панталоны и расстегивает нижнюю юбку. Господи, бедный Вронский. Во-первых, бедный, во-вторых, Ловелас – это тот, кто умеет хорошо раздеть женщину, умеет ее одеть. Не ходишь же на свидание с гувернанткой. Значит, он должен так умело затянуть на ней корсет, чтобы она влезла в платье, потому что если он не дотянет пару сантиметров, платье на ней не застегнется. Это я иду, когда я понимаю, что это падение. Это такая беспомощность, это такие африканские страсти, что я отдаюсь в твои руки реально. И бедный Каренин, который никогда ее не видел обнаженной, никогда то, что видел Вронский, Каренин не видел никогда. То есть Вронский – это практически идеальный раздеватель и одеватель женщины. Вронский – это практически идеальная гувернантка. Идеальная гувернантка. Поэтому, более того, если предположить, что у него внутри под мундиром тоже свой корсет, то это превращается просто в какой-то, как это называется? Театр кабуки. Конечно, иммерсивный театр, потому что нужно пройти все испытания и желательно не потерять настроение при этом. Поэтому Анна Каренина, как человек в клетке, который даже танцуя вальс, были специальные турниры для вальса, потому что иначе их заносило ветром, да, в них невозможно танцевать. То есть у нее было платье для вот этого движения, чтобы все-таки эта клетка сзади шевелилась не отдельно от нее. Поэтому, если рассматривать Анну Каренину с этой точки зрения, то многое становится понятно. И ее страсть, и ее доверие, и ее, конечно, обманутое доверие, потому что она ему отдалась. Это и честь, это и реальная невозможность выйти в своем платье, вернуться в жизнь. Это как раз этот сладчайший момент соединения шикарной, роскошной женщины, которая находится в клетке, и которую ты как вытаскиваешь из раковины и невзначай ломаешь. Вы кучу лет, больше 20, по-моему, вы проработали в Амхате имени Горького. Да. Вы были художником всех спектаклей практически, которые там были, и вы были художником по костюмам Татьяны Дорониной. Да. Лично. Художник по костюмам. Да, я не знаю, как это сказать. Как вам это удалось? Мы с Татьяной Васильевной работали, я помогала ей выпускать в театре Ермоловой спортивные сцены с Меньшиковым, Догилевой, Доронина и Витя Павлов. И она меня пригласила прийти в театр, и, конечно, у меня были сомнения, потому что... Татьяна Доронина – женщина с самым сложным характером в нашей стране. Сложным. И я прихожу к ней, и тогда ведь театр разделился просто по-живому, как живого человека взяли и разрезали пополам. Не Горький, а просто пилой. И понятно, что все мои, как у всех, впрочем, все симпатии были на стороне, естественно, Ефремова. Был красивый. Понятно, что он получил новое здание в Камергерском переулке, и он берет лучших. Но куда девать 120 человек, которых он сам привел в театр? Может быть, не лучших. И вот этих брошенных детей просто выгоняли на улицу. Доронина должна была пойти к Ефремову, там не было вопросов. Но она решает этих детей не бросать. Это поступок? Конечно. Это поступок. Более того, она была в таком фантастическом женском возрасте. Ей было там чуть за 50. Она была... Я не могу сказать, что это красота. Она была нечеловечески красивой женщиной. Просто магически, нечеловечески красивой женщиной. Мне есть с кем сравнивать. Это несравнимая красота была. И магия несравнимая. И она практически отказывается от своей актерской карьеры,
практически, потому что она занимается театром. Это было ради других или Да. это было ради того, Нет. чтобы самой состояться? Нет, она вполне была состоявшейся, и более того, у нее совершенно был И понятен... это было не в пику Ефремову? Нет. Нет. Это была, может быть, понятная по-женски, понятная эмоция помочь вот этим обездоленным и брошенным. Это я уверена в этом абсолютно. Она становится... Это ее место было. Поэтому она возглавила театр, конечно, чтобы восстановить художественный театр. То, что мы начинали делать. Вот 2 спектакля были просто... Но у меня в топе среди 5 великих, которые незабываемые. Валера Белякович, создатель легендарного театра на Юго-Западе, пришел делать Макбета. Угу. И понятно, что если доронила леди Макбет, черт, кто Макбет? Так же надо какого-то прямо Макбета. Это же не просто какой-то, это прямо должен быть какой-то, прямо мужичандра какой-то потрясающий. И Доронина приходит в мысль пригласить в Армении, был такое просто национальное достояние, Харен Абрамян. Такой знаменитый армянский театральный актер. И вот приезжает этот Харен Абрамян. Он похож на прекрасного армянского мясника. У него руки размером в 3 обхвата, поросшие густым седым волосом. У него загривок, он какого-то, я даже не знаю, какого-то итальянского, ренессансного, какой-то лепки какой-то невероятной. Он приходит, видит Доронину во всей ее красе. И понятно, что этот Макбет не просто любит или хочет ее, он ею раздавлен. Как армянский мужчина может быть раздавлен прекрасной блондинкой. И когда у них были любовные сцены, она так вцеловывала в него свои планы, просто вцеловывала. И было ощущение почти неприличное, потому что на сцене, перед совокуплением были 2 прекрасных, огромных животных, как 2 бизона. И им никто не мог противостоять. Такая у них была страсть. Обалдеть. И когда он оставался один, он становился ребенком. И она просто пропала. Все его поражение, просто она в этот момент, ее не было рядом. Иначе бы его никто не мог победить. Более того, это была такая страсть, что было не жалко никого. Вот кого они убивали, это так было понятно. Ради любви все можно. Да, ради любви все можно. И когда она выходила на финальную сцену, мы ей придумали такое белоснежное платье. Она выходила, вот здесь была такая кнопочка, она нажимала на эту кнопочку, и у нее сзади, зритель не видел, выпадало ровно 18 метров красного обугленного шифона. Это вы придумали? Да. И когда она шла, она натягивала длинную, из такой красной лайки, потрясающую перчатку, и сзади разматывались, как кишки, как какие-то выпущенные, разматывалась вот эта кровавая история. И когда она доходила до зрительного зала и говорила последние слова, было понятно, что она сошла с ума, и кровь была везде. Потому что она тянулась, еще шелестела, мы вшили туда копеечки, она прямо перемалывалась, перекатывалась, эта кровавая жижа. И это был невероятный спектакль, просто невероятный. Татьяна Васильевна Доронина – великая актриса? Да. Она одна из самых великих, она великая трагическая актриса. Ей удалось сохранить театр, вдохнуть в него новую жизнь, что-то сделать из того, что останется в истории? Вот она оказалась в очень сложном положении, потому что театр как бы вычеркнули из театральной жизни. Понятно, что у нее не было соратников, понятно, что Доронина была одна, понятно, что ей приходилось все время работать, потому что она была брендом, который продавался. Поэтому она делала спектакли, которые, может быть, не надо было делать. Но такая несправедливость, когда ради того, чтобы отхряпать театр, нужно принести такую жертву, человеческую жертву. Я к этой ситуации не могу никак относиться, потому что я считаю, что это
Вы имеете в преступление. виду ситуацию, при которой руководство театра МХАТ имени Горького теперь занялся Бояков Я и его считаю, что соратники? это просто преступление. Доронина – это то, что в Японии называется национальное достояние страны. Вот все великие артисты кабуки, они имеют звание национального достояния Японии. Вот Доронина – это национальное достояние России. И, конечно, вот так ее положить на... Ей 87 лет. Ей 87 лет, но этим артистам тоже, которые национальное достояние, которые до сих пор играют девушек, это, это то, что передается потомкам, потому что это тот великий театр, который до вибрации в зрительном зале. И сейчас этого нет. И я понимаю, что тот, кто выходит на сцену перед тысячным залом и магически берет зал, так что у всех прекращается бронхит. И может этим залом делать все, что угодно. Вот так. Все, что угодно. Вот такие, я их называю, есть прекрасные люди, которые автомобили, да, есть гоночные автомобили, есть даже самолеты люди. Но есть актеры-звездолеты, которые ты никогда не поймешь, на каком топливе они взлетают, как они добираются до... И вообще, кто там внутри, робот или какой-то фокусник. Вот, я не знаю, вот Доронина – это звездолет. Чулпан – это звездолет. Я не понимаю, на каком топливе она парит. Я не понимаю, что она в топку забрасывает. Миронов, конечно, это звездолет. Гундарева была абсолютно звездолет. Она могла делать залом все, что угодно. Брать паузу на 15 минут. Вот у нее было такое настроение, и она замолкала. И зал не просто не кашлял. Зал ждал и даже приподнимался, потому что эта пауза затягивала. И они клянусь, они все, весь зал вот так двигался ей навстречу. Думаю, ты забыла, что произошло? И она делала хоп и продолжала фразу, как ни в чем не бывало. Абсолютный звездолет. Вы ушли из театра в 2014 году? Да, я ушла из театра. Я уходила в 2009 году. Просто я, конечно, изменник Родины абсолютный, потому для что... нее. Да, абсолютно. Потому что она как Таиров. Таиров, когда брал художника, он брал с него расписку, что он не будет работать на стороне. Он ему давал комнату в камерном театре и запирал ее. Вот сиди и работай. И вот Доронина с ее истовостью, конечно, ждала от меня этого. Но мне хотелось сделать все везде. Я вообще трудоголик. И когда мне делают предложение, я понимаю, что меня какая-то ждет работа, у меня начинает хвост ходить, как у собаки. Просто от наслаждения. Я понимаю, что это еще одна дверь, которую я открою. Это еще одна жизнь. А самое главное, что я, как Алиса, должна увеличиваться, уменьшаться. У меня уже, боже мой, сколько судьба мне подарила жизней. Как вы хотите, чтобы ваша работа зрителю была заметна или чтобы он этого не замечал? Разные спектакли бывают, когда мне позволяют куролесить, и даже ждут от меня этого, тогда я куролесю, но я не очень это люблю. Я считаю, что если мы собрались командой, если мы понимаем и чувствуем, как в любви, если мы понимаем и чувствуем друг друга, то почему кто-то должен лезть, да, и показывать себя? Мы делаем одного ребенка, одного, не 3, не 4, одного. И мы должны так прочувствовать и понять друг друга, чтобы этот ребенок был один, а не декорации и костюмы отдельно, музыка отдельно, еще светоинсталляции сверху. Я не люблю, когда люди кричат «я». Я хочу, чтобы ребенок кричал «я», которого мы все вместе сделали. А художник, это все равно мы, как это, скрипка в оркестре, 2-я, 3-я какая-то, бойцы невидимого фронта. Мы где-то там. Мы не имеем права так кричать. Я считаю, что эта ремесленная гордость не должна позволить так выпирать. Просто сейчас, во-первых, скажем честно, не очень много хороших режиссеров, поэтому художники прут в наглую просто. Я очень это не люблю. Я и себя стараюсь так чуть-чуть, подрезать, почистить, чтобы это не выглядело как такое наглое выступление художника. Сейчас ведь время картинки, когда за картинки дают золотые маски, за картинки дают награды, за картинки растут
рейтинги. Да, вот декорация рухнула, взрыв, это все. Это за картинку. А я хочу, чтобы за слезу давали золотую маску. На пустом месте, а все плачут. И тогда художник хорош. Все художники хороши. И я вдруг подсчитала, вот у меня параллельно идет, каждый вечер идет 10 моих спектаклей. 10. Значит, я умножаю 10, хорошо, на тысячные залы. 10 тысяч человек на эти 2-3 часа становятся моими. Это какой художник? Это даже Глазунов на пике своих, когда очереди в манеж стояла. 10 тысяч человек каждый вечер. Что происходит с вещами, когда их никто не носит? Ну, я могу сказать про белье, которое, конечно, чахнет. Оно чахнет, потому что я думаю, что, конечно, нет подпитки, но при этом такой энергетической подпитки, но при этом я абсолютно уверена, что белье помнит своих хозяек и своих хозяев. Особенно если это такие яркие личности. Была такая известная артистка художественного театра Коренева. Она была продавщицей парфюмерного магазина в универмаге Мюррей Мерилис. И она так лихо продавала духи, что ее там приметил Немирович Данченко и на секундочку пригласил продавщицу прийти в художественный театр. Она пришла в художественный театр, стала сразу играть какие-то прекрасные роли, пользуясь этим покровительством Немировича Данченко. И при этом она понимала, что ей нужно зарабатывать деньги, и она ездила с антрепризами, то, что сейчас называется, и у нее были невероятные бриллианты. То есть сундук бриллиантов, которые были, например, там, великой артистки от купцов Самары. Я уж не понимаю, что, с чем она ездила к купцам Самары, но это производило какое-то невероятное впечатление. У нее были золотые цепи, как положено. Артистка получала какие-то шикарные подарки. И я помню, мы поехали с Людмилой Марковной, потому что у нее были какие-то невероятные серьги, изумрудные корзиночки. И Гурченко купила себе эти изумрудные корзиночки, а мне досталось, естественно, белье. Так вот это белье, оно, конечно, производит какое-то бодро веселящее какое-то настроение на того, кто его меряет. Просто все начинают хохотать, кокетничать. Это прямо как... Это можно фиксировать на камеру. Это невероятный эффект. То есть я верю, что, конечно, в белье есть энергия, есть память. И есть то, что называется... Ведь есть память тела. Белье Лили Брик невозможно ни на кого померить. Вот это странное... Есть только одна артистка, которая... Ну, я думаю, что ей разрешили в этом белье быть. Оно рвутся пуговицы. Елена Валюшкина, потрясающая артистка театра Моссовета. Да. Это единственная, кто, видно, по энергии подошел Лили Брик, потому что все остальные просто, либо не начинают чесаться. Это какая-то мистика. Никто никогда не может отсняться в этом белье. Я не могу его показать. Белье Лили Брик, которое Лиля подарила Сергею Параджанову, когда он вернулся из заключения. То есть она ему свое белье подарила? Да, потому что там было страсть. Покажите. Сейчас покажу, сейчас надо достать. Конечно, это особенная история, потому что тот же экстрасенс, который приходил ко мне на Первый канал, я решила проверить его и на Лили Брик. Я бросила ее белье, и он сказал: интересно очень, так, очень интересно. Детей нет, потому что большой шов на матке. Я так как-то... Я говорю, а еще что-то можешь сказать? Очень наглые глаза. Ты, скорее всего, рыжая, но крашеная, но рыжая. И янтарные глаза. И, конечно, редкая сука. Как? То есть это белье, которое Лили Брик подарила Параджанову? Да. Рассказываю, в чем уникальность этого корсета. Так, к 29 году корсеты не носил никто. Лиля Брик, которая была абсолютной, которая была первая, чтобы не носить свободной, там без чехла носила платья, позировала обнаженной, все что угодно. Всегда носила корсет, который утягивал ей не талию, а бедро
и то, что называется галифе, верхнюю часть ноги. Потому что этот корсет на 2 завязки. Это прямо уникальное. Даже найти где-то аналогов такого корсета невозможно. То есть это явно было сшито просто по рецепту, да, для Лилии Юрьевны, потому что корсет, который утягивает вот так в 2 местах, при этом сохраняет абсолютно уникальную такую, я бы сказала, дореволюционную дороговизну вот этих отделок. Самая большая ценность корсета – это застежка. Объясню почему. Потому что вот, когда она застегнута, в этом корсете можно делать все. Падать, вставать, наклоняться. Он никогда не расстегнется. У Лилии Юрьевны, видно, не было возможности уже заказать корсетный бюст. Поэтому она... У нее пуговки? У нее были вот эти костяные пуговки. Это тоже трогательная история, но это означает то же самое. Ей не важно было, чтобы он не расстегивался. Ей важно было, чтобы он натянул ее проблемные места, и он легко расстегивался. То есть совершенно противоположная история. И у нее потрясающая нижняя юбка. Эта нижняя юбка, она удивительна тем, что в ней можно танцевать, и, в общем-то, любые чарльстоны и прочие танцы 20-х годов можно делать совершенно спокойно. И мне тоже нравится такая некая, такая показная буржуазность, потому что это не похоже ни на какие нижние юбки 20-х годов. Это бисерные платья 20-х годов, которые давали эту свободу, потому что можно было ходить. Это прям на голое тело надевается? Нет, был чехол. Здесь небольшой чехол, но юбки здесь не было. То есть это все развивалось прямо вокруг голых ног. Представь себе какие-то чулки или эти, и это потрясающе. Это очень. Но это наглая свобода. После такой барышни, которая застегнута на все, это платье, здравствуй, Лиля Брик, это носилось на голое тело, без чехла. Поэтому все вышивки, это все светилось. Айседора, все эти Конечно, прекрасные. О, шикарно. Прекрасные 20-е годы, которые невероятно показывают эту степень свободы. Или, например, такое. Тоже на просвет очень пикантно получается. Но тут-то вообще... Это 20-е, а это 30-е. Вот что такое 36-й год. Вот он. То есть это какая-то невероятная... Это 36-й Москва. Это 36-й Москва, это на заказ, это все... Это еще есть белье, которое можно надеть под это платье. Да, минимальная комбинация. Но это ощущение... Это не просто почти обнаженное. Да. Поэтому, когда закончилась война, и Диор, это же как в 46-й год он придумал New Look, первое. И когда его предложение было принято на уровне президента Франции, потому что это означало подъем экономики и подъем легкой промышленности, которая после войны, естественно, находилась в абсолютных руинах. Поэтому государство помогало, и он каждый год выпускал новую коллекцию по форме. Овал, буква А, буква А. То есть каждый год. Эта новая коллекция подразумевала абсолютно другую форму белья. И так французская легкая промышленность стала набирать, конечно, мощь. И уже к 50-му году она была идеальной и вернулась к довоенным каким-то мощностям. Хитренько. Да, но дальше наступила конец 50-х, когда... Наше отставание с Францией, с тем же Западом оказалось просто огромным, и уже настичь это было невозможно, потому что началось фабричное производство белья, и вернулись практически корсетики, и вернулись эти жесткие формы, и это все было выдавлено на станке, и это невозможно. Никакое ателье Грации не в состоянии было сшить вот это маленький пистолетный лифчик, но это форма, которую невозможно было повторить. И даже, панталоны с утяжкой сделаны так, что это произведение искусства, и это женщина. Потому что, конечно, все, что касается 50-х, это же невероятно. Это тоже не наше, естественно. Нет, это все не наше. К сожалению, наше. Это попытка сделать небольшой пистолет. Но это прошло 8 лет, когда мода на пистолет уже прошла. Это 8 лет после пистолетной моды.
И, скажем, вот эти лифчики, которые, ну как, они... Это абсолютная синтетика. Это уже торжество синтетики, капрона. Но это же невероятно по состоянию и по ощущению. Вот эти капроновые трусы. Вот это вся какая-то, я не знаю, тоже не карамельная, конечно. Это все карамельное какое-то роскошество. Понятно, что это новые технологии. Понятно, что это капрон и лайкра. Понятно, что наступил какой-то век синтетики. Но это такая недостижимая была мечта. Просто недостижимая, к сожалению. Но по всей красоте... А вот женщины в Советском Союзе такие трусы могли как добыть? Никак. Только если твой муж моряк, и он ездит... Или форцовщики. То есть никак. А я возвращаюсь, ну как? К войне? К войне, к зэкам. Вот женские панталоны. То есть, подождите, пожалуйста, если я ничего не, если я не Я могу путаю, сказать, что значит, это- в момент, когда в Да. мире вот эти трусы, да? Да. Вот эти трусы в мире. Вот здесь В Советском Союзе вот было эти вот трусы. это, да. И вот эти. Вот они. Ну, это ж Вот. капец. Вот тоже с невероятным, трогательным хендмейдом, когда я все вышиваю, все абсолютно. Вот это одно и то же время. Вот они. Даже цвет похож немножко. Кошмар. Вот история. Вот когда ее можно потрогать, когда ее можно померить, когда ее можно примерить даже хотя бы так гипотетически, да, и понять, что как можно молодой женщине в этом ходить, вот больше ничего не нужно. Нужно просто прикинуть это на себя. Часть своей семьи я могу примерить вот это. Часть я могу... Это я не могу примерить, это не история моей семьи. Да, как Гей написал, что прошлое – это память сердца. Вот у меня память сердца – это память души. Да? Вот память моей души – это мой опыт в предлагаемых обстоятельствах. И мои предлагаемые обстоятельства – это Советский Союз. Я никуда от этих обстоятельств не могу деться. Но я в любом случае понимаю, что благодаря коллекции это понятно, что мне как художнику по костюмам это нужно. Но я что-то такое понимаю, когда я трогаю эти вещи, про вот эту память, тяжелую память моей души. Вот она у меня такая. Исходя из ваших знаний, чем на самом деле мужчины отличаются от женщин? Ой, они нежнее и трогательнее, чем женщины. Мне вообще кажется, что если девочки будут до конца оставаться девочками, я не знаю, капризными, взбалмошными, какими-то глупенькими, но как в детском саду. Девочка взяла мальчика за ручку и точно идут куда надо, и мальчик беспрекословно слушается. И пока девочки будут понимать, что в этом детском саду надо идти, верить в этого мальчика и вести его крепко за ручку, все будет хорошо. Но для этого ей нужно, конечно, оставаться девочкой, всегда оставаться девочкой. Может ли женщина стать президентом России? Я думаю, что да, я даже уверена, что да, и чем вот я там старше становлюсь, тем больше я понимаю, что это очень может произойти даже в каком-то недалеком будущем. Это как бы сложно себе представить, потому что у нас в любом случае отношение к женщине, ну, не на равных. Ну, вот этот, и как это, патриархальная страна, которая все равно ставила женщину на, как бы, ну, в определенный угол, находила место для этой женщины. Но поскольку мы прошли через горнило социалистического строительства и надежды на коммунизм, и все-таки на удивительное, не похожее на все страны мира, равенство, когда не надо было добиваться своих избирательных прав, когда мы все ходили вместе на субботники, и никто не думал, что ты, собственно говоря, бревно не очень может поднять. Вот в этом равенстве есть такой прекрасный опыт, который, мне кажется, что все замечательные барышни, которые были, например, председателями дружины в пионерском отряде, которые гордо вели свой отряд и говорили, там, отдавали честь. Мне кажется, что они вполне в состоянии сейчас опять возглавить пионерский отряд и попробовать навести порядок. Вы бы хотели быть президентом? Нет. Я в куклы играю. Нет. Мне этого достаточно. Короткие вопросы.
Чехов или Шекспир? Ну, это прям какой-то... Так нельзя ставить ребром. Чехов. Диор или Ив Сен-Лоран? Слава Зайцев. Я просто очень его люблю. Прям правда? Да. Почему? Ну, потому что боец. Потому что один. Потому что вопреки всему. У нас же практически все вопреки всему. Не благодаря, а вопреки всему. В Вакановском училище стоит стопа Анны Павловой. Вот она стоит. И любой врач скажет, что стоять на этой стопе невозможно. Она должна завалиться. Вопреки. Анна Павлова стала вопреки своему подъему высокому. Не благодаря. И Слава сделал вопреки всему. Сделал свой стиль, сделал свой дом и подарил какое-то небольшое, но счастье советским женщинам. Этого больше никто не делал. Поэтому из всех Слава Зайцев. Театр или кино? Театр. Почему? Ну, театр – это семья, а кино – это курортный роман. И не факт, что он не приведет к каким-то непредсказуемым этим последствиям. И последний вопрос. Платье или трусы? Трусы.